Кейс Symbiose Samsung Buds и AirPods. Приятный пластик, странные габариты, но значительно меньше их вкладышей. IP55, что лучше, чем у хавитов ANC, которые я недавно тестировал. Bluetooth версии 5.0, программа с индикацией зарядки бокса, что очень даже хорошо и редко встречается. Бесшовное молниеносное подключение, Dolby Atmos, сенсоры приближения и хорошая автономность. Неплохие микрофоны, но минимальный функционал у сенсоров. Сейчас расскажу подробнее. Tube 692, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, обычно вообще 7. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия и мои контакты в описании, а в прикрепленном комментарии мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Скоро Черная пятница, сегодня выгрузил свежие именные промокоды. Ну а сейчас я расскажу вам о новинке. Беспроводных наушниках-затычках от корпорации BBK OnePlus Buds Z. Это их вторая попытка сделать ТВС-наушники, первая по мне не очень удалась и была в форм-факторе вкладышей. Упаковка. Как у прошлых наушников от OnePlus, все в одном стиле. Красный с белым. Распаковали. Немного пахло клеем, что сильно расстроило при распаковке. К такому я не привык у брендов. В упаковке наушники, бокс, сменные амбушюры, не особо хорошего качества, я бы их сразу поменял. Инструкция на английском языке, что очень хорошо, и короткий, зарядный, фирменный бело-красный кабель USB Type-C. Никакого мешочка для переноски или мотивирующих наклеек от бренда нет, как у некоторых других бывает. Бокс. Зарядка только по кабелю. Беспроводной зарядки нет. Емкость 450 мАч и хватает ее на 3 полные перезарядки наушников. Габариты странные, но не пошлого вида. Размер и вес вы сейчас видите. На тыльной стороне бокса есть функциональная физическая кнопка для первого сопряжения и сброса наушников. На фронтальной стороне есть диод индикации. Других функций у кнопки, кстати, нет, кроме как сопряжение и сброс. Пластик у бокса глянцевый, качество хорошего. У крышки нереально минимальный люфт. Очень приятная такая крышечка. Вытряхнуть наушники из бокса сложно, но можно. Вынуть одной рукой реально. Внешне бокс мне понравился. В кармане как выглядит, вы видите сами. Как инородный объект, но именно инородный, а не ваш объект, что хорошо. Наушники продаются в белом и сером цвете. Где найти в сером, я не нашел. В основном продают на Али только в белом. Внутри 10-миллиметровые динамические драйверы, сенсоры приближения работают со всеми устройствами. При изъятии наушника из уха воспроизведение встает на паузу. При помещении наушника обратно воспроизведение продолжается. По отдельности наушники работают. Программа для обновления прошивки и изменения назначения управления тапами встает на любой Android. Если у вас телефон OnePlus, вам она не нужна. Огромный плюс программы то, что она позволяет видеть оставшийся заряд бокса в процентах. Ну и разумеется заряд каждого из наушников. Минус, что в программе нельзя отключать сенсоры управления, хотя ложных нажатий они у меня не ловили. По размерам наушники довольно габаритные, и лично мой уровень комфорта говорит, что их размер прямо на грани. Вкладыши у OnePlus были еще больше, так что производитель постепенно делает правильные выводы. Размер и вес вы сейчас видите на экране. В телефонах OnePlus наушники можно настраивать прямо в настройках Bluetooth, без применения программы Hey Melody, АПК на которую можно скачать в интернете без проблем. Управление сенсорами. Функции. Переключение треков, плей-пауза и вызов голосового ассистента. Притом на каждом наушнике можно выбрать только одну из этих функций. Одиночных нажатий вообще не завезли, что довольно странно. Защита от влаги и пыли приличная, IP55. Пота не бояться. В шапке носить можно, но неудобно. При беге из ушей не вылетают. Автономность на 50% громкости, которой здесь достаточно, просто космос. 5 часов 7 минут в связке с моим OnePlus 7T Pro. При этом заряжаются с 0 до 100% в боксе наушники всего за 50 минут. В наличии функция быстрой зарядки, 10 минут в кейсе дают 3 часа звучания на 50% громкости. Что очень круто, учитывая их цену и что крайне редко встречается. Кодеки только AAC и SBC. Никакого кодека aptX здесь нет. Bluetooth версии 5.0 до обновления даже с OnePlus 7T Pro он ловил фризы. Сейчас после обновления все супер. Через 2 стены наушники ловят. Видимой задержки в YouTube и PUBG нет. Микрофризов я не замечал. Вот вам пример задержки.
Микрофоны. Не то чтобы они супер, но и не ужасные. Решать, как всегда, вам. Вот вам пример их работы, но по моим ощущениям они лучше, чем в прошлой модели, обзор на которую вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Притом я ее не рекомендовал, но народ ее все равно покупает, притом в больших количествах. Пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов OnePlus Buds рядом с дорогой. Небольшой ветер. Мимо проехала одна машина, по мне микрофоны, как я вижу по картинке, работают неплохо. Будет еще дополнительный тест в помещении. Пример работы микрофонов OnePlus Buds Z, беспроводные наушники от OnePlus. Что я могу сказать, что это неплохие затычки по довольно выгодной цене, опять же относительно, с хорошей автономностью. И вот так примерно они будут отрабатывать в помещении. Рядом громко работает компьютер, но в принципе посторонних звуков особо нет. Акустика плохая. Решать вам. В помещении, в принципе, все работает нормально. На улице работали они неплохо, учитывая, что там был ветер. Пример работы микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds Z на улице. Сейчас поднялся довольно сильный ветер, вечер. Много машин, стою рядом с дорогой и задувает прямо очень бодро. Потому что не зря же было штормовое предупреждение. Вот так, если вы будете, конечно же, повышать голос, вас будут слышать собеседники на улице при довольно приличном ветре и проезжающих мимо машинах. Для примера, вот сейчас мимо меня будет проезжать огромный ЛиАЗ на скорости, наверное, 40 км в час. Так вы будете слышать автобус, точнее ваш собеседник, так он будет слышать Volkswagen Touareg. И так будут слышать вас собеседники, если мимо вас проедет эконом класса Kia Sportage плюс Mitsubishi. Вот, наверное, максимально информативный тест для микрофонов. Напоминаю, что я его уже делал уже после последнего обновления, а сегодня у нас 19 ноября. В наушниках нет активного шумоподавления ANC, есть, конечно же, шумоподавление ENC для микрофонов. Нет функции изменения громкости, отсутствует возможность мультиподключения и нет режима прозрачности. И это неудивительно, учитывая их стоимость. По ссылке в описании можете посмотреть их актуальный ценник и почитать отзывы по ним. Свои я покупал там. Сегодня, кстати, я уже выгрузил свои свежие именные промокоды в мою группу со скидкой в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться. По звуку. Dolby Atmos на борту. Кто забыл, это технология объемного звучания, придуманная специально для создания 3D-эффекта в режиме просмотра фильмов. С OnePlus и Huawei P40 Pro играли наушники очень задорно. Громкость с лютым запасом, но по мне на максимальной громкости начиналась легкая степень какофонии. Хотя не так, чтобы все вообще полностью смешивалось. Все стандартно для затычек. Бас насыщенный с напором, середина провалена, высоких мало. Но на свою цену, я считаю, они играют. Хотя хотелось бы, как всегда, лучше. И это возможно. Меняйте амбушюры и ползите в эквалайзер. Но вы и так в курсе. Резюмирую. Твердую семерку по 10-бальной шкале я бы им дал. По сумме плюшек и минусов. Однозначно советую. Я умудрился даже к ним привыкнуть за все время тестов. Хотя сначала они мне казались не особо удобными. Довольно объемные наушники, я бы даже сказал, слишком. Легкие, доступные и простые. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за труды. Завтра обзор на легкие кроссовки. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.